Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро прогноз, что спешит к вам, что в вашей судьбе совсем близко, что буквально торопится войти, чтобы стать реальностью. Давайте с вами узнаем. И наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Мужчины, перекладывайте на себя. Вот давайте узнаем, что нам расскажут карты. И неважно, какой возраст, что же спешит. Пусть это будет что-то счастливое, доброе, хорошее. Вначале мы сделаем сигнификацию, как водится. Узнаете ли вы сейчас, что карты видят у вас. Вот именно как видят карты вашу жизнь. Что в ней происходит прямо сейчас и что будет совсем скоро. Итак, кто вы? Что карты видят прямо сейчас. Возможно, то, что вы чувствуете сейчас. Но по четверке пентаклей тут, конечно, ну так себе про чувства будем говорить. Пентакли, материализм, да, ну и четверка, стабилизация. Может быть, это вы сейчас пытаетесь стабилизировать отношения, стабилизировать финансовую ситуацию, как какую-то плоскость, которая обозначает для вас сразу много. Это могут быть вопросы, связанные с вашим домом, ну, где-то, да, с деньгами, безусловно. Может быть, это вы пытаетесь упорядочить. И у нас сейчас с вами энергии, такие транзиты планетарные. Нам показан человек, что о вас скажут. Вот вы-то сами стабильная личность. Вы та личность, которую предпочитаете, а может быть, прежде, кстати, вы могли предпочитать, но больше такой эйфорический фон, романтический фон. Может быть, и хочется и сейчас об этом думать, но мыслями, по крайней мере, прямо сейчас вы себя возвращаете в реальность. Это точно. Как будто нельзя замечтаться. Сейчас не про романтику, сейчас, скорее всего, про деньги или про стабильность как минимум. Это может быть, тем не менее, романтика остается присутствовать. Туз кубков и четверка пентаклей. Стабильность в отношениях. Кто-то, может быть, ищет, вот именно ищет или желает знакомств. Я тоже такое могу предположить. Но это не для развлечений тогда будет. Или не для того, чтобы, ну, как-то так раскрасить в разные краски свою жизнь, а потом как короткий период, да, который пролетает мгновенно, и ты остаешься словно ни с чем. Нет, тут именно послевкусие для вас важно или важнее, нежели как первый какой-то посыл или первый импульс взаимоотношений. Но вот что происходит сейчас? Все-таки настроение у вас сейчас не такое плохое, будем говорить, кто смотрит. Либо вы получили какую-то новость, либо вы себя чувствуете достаточно уверенно. И даже для кого-то из вас, возможно, был предыдущий период достаточно сложный, но вы, наверное, самое такое тяжелое, главное, вы преодолели. Это факт. Тут есть за что себя благодарить. Вот, наверное, основные показатели нашей сигнификации говорят о том, что вы способны любить. Вы даже, может быть, мечтаете, желаете этой любви, но вы хотите не просто, когда, ну, так немножко однобоко, когда вы заботитесь больше, чем, допустим, ваш партнер или тот человек, который, ну, с которым вы контактируете, да, или пусть это даже со стороны вашей семьи, для тех, кто семейный. Тут хочется получать именно те же самые эмоции в ответ, если вы, ну, как дарите свое тепло, тепло своей души, свои добрые эмоции, кого-то поддерживаете. Это определенно присутствует. Нам показан не только добрый человек, а тот человек, все-таки королева кубков нам часто говорит о том, что до самоотречения вы могли доходить, возможно, в предыдущий период. Поэтому наш расклад начинается с четверки пентаклей, что вот теперь именно пришло время подумать о самом себе, самой себе. Именно получать эти эмоции хочется, и не только их дарить. И колесо фортуны. Возможно, недавно в вашей жизни что-то произошло, что вас где-то вот так как развернуло, да, от эмоций вот в сторону материализма или в сторону того, что вот именно теперь не хочется чего-то на один короткий период, на один короткий момент, а хочется свою жизнь обустроить более правильно, более продуманно, может быть, даже так. Потому как эмоции сами по себе, они значат много, они создают для нас фон. Но вот что остается после? Где-то был тот момент, когда
Ну, либо у вас самих, может быть, внутренняя какая-то перемена произошла, но она, скорее всего, колесо фортуны, старший аркан, это было связано с человеком или с обстоятельствами. Я могу сказать, что для кого-то из вас шестерка жезлов будет свидетельствовать о вас не просто как о ресурсном человеке, карта победителя. Возможно, вы решили недавно совсем какой-то вопрос, или то, о чем вы мечтали, как минимум какая-то мечта, да? Какой-то процент, назовем, мечты у вас исполнилось. Вы могли побывать в каком-то месте, или вы могли беседу какую-то, да, продолжить с конкретным человеком, и эта беседа, она именно еще будет продолжена. У вас есть ощущение того, что, ну, именно как продолжение какое-то следует. При этом вы явно четко понимаете, что ваши будущие победы, они могут быть значительно более весомыми. То есть это как первая ступень. Шестерка жезлов и карта победителя и четверка пентаклей. Да, победы какие-то есть, но их как нужно либо переложить на совершенно другую форму или придать вот эту форму, или как это нужно продолжать, но все равно в каком-то новом ключе. Возможно, не совсем как себя до самоотречения отдавая. Вот, кстати, у кого-то из вас может проигрываться рабочий проект, почему нет? Творческий проект, когда вы одержали победу именно по работе. Или если вы занимаетесь творчеством, такое вполне вероятно, я допускаю. То есть есть какая-то победа, но это пока как первый шаг. И вам еще предстоит многое сделать. Скорее всего, если вот мы говорим о сигнификации, вы это сами понимаете. Вы тот человек, который прочно стоит на земле. Более того, вы понимаете все то, что я только что сказала. Двойка пентаклей, карта жонглера. Вам еще придется сохранять этот баланс. И у кого-то это может проигрываться как баланс в взаимоотношениях. Но тогда это тот баланс, когда не себе во вред, это факт. Или для кого-то из вас, пусть это было по работе, но тогда это не работа до упаду, да? Да, может быть, это как раз и пришлось так работать, поскольку все-таки карта победителя и жезлы – это у нас дела, работы, бизнеса, откуда к нам приходят деньги. Но есть то, что вас сейчас как останавливает. Все-таки здесь не совсем пауза, но это больше стабилизация, когда мы сами можем остановиться. Мы понимаем, что нам сейчас как нужно пронаблюдать. И тут двояко. Кому-то пронаблюдать, как помимо вас, допустим, без вашего участия развивается какой-то проект, а для кого-то из вас как развиваются ваши отношения. Опять же, дождаться какой-то обратной реакции. Вот, наверное, это вторая важная составляющая вашей сигнификации. Вы можете ждать, как слово мое отзовется, как отзовутся те прежние обещания. Или я понаблюдаю, как будет поступать человек. Я понаблюдаю какое-то время, какой со мной заключит договор, может быть, да, или какой-то контракт. Вот тут у каждого по-своему. Но вы готовы к тому, что, понимаете, опять же, человек-реалист понимает, что здесь может не получиться все на 100%. Вот вы явно это хорошо понимаете. Но пусть это будет получаться на 50%. Четверка, двойка. Но я как будто выстою. И я смогу вот этот баланс, хоть мне вполне возможно, он потребуется в каком-то большем эквиваленте впереди, наперед как будто, да, я все равно сумею его как словить этот баланс и удерживать его какое-то время, потому что я именно в этом вы видите какое-то продолжение, или вы видите в этом какой-то смысл. Для кого-то из вас это мог быть новый совершенно проект, потому что очень часто по этой карте спонтанность проходит, спонтанный маршрут или спонтанное предложение. Ну или из разряда меня осенило, и вот теперь я хочу попробовать. Именно это, именно такой какой-то вариант. И пусть сейчас пока еще нет четко, ну, как свидетельств того, что будет стопроцентная победа, но вы можете сейчас интуитивно уже чувствовать, что перед вами, как судьба открывает, с учетом карты колесо фортуна, вот-вот в вашей жизни будут происходить какие-то перемены. Возможно, именно поэтому вы открыли это видео. Вот давайте мы будем узнавать, что спешит вам по судьбе, что совсем близко,
совсем рядом с вами. Какие события скоро произойдут? Вот давайте, наверное, о событиях. Что скоро случится? Что скоро произойдет? Достанем еще один ряд карт. И пусть нам они подскажут именно о событиях. Что в вашей жизни произойдет? Семерка мечей. Здесь будет какая-то ситуация, когда... Да, давайте я еще одну карту достану. Тут неоднозначно. Семерка мечей всегда неоднозначно. И вот смотрите, нам выпадают... Правда, какая-то история будет продолжена? И пусть это у кого-то история любви, конечно, безусловно. Тут больше личная жизнь, аркан влюбленный и карта двойка кубков. Либо пусть это история взаимоотношений, к примеру. Пусть это даже касается семьи, касается пары. Возможно, вы прошли какой-то опыт уже предыдущий, и он мог быть самым разным. Как и были плюсы, были, может быть, и минусы какие-то. Явно минусы все же были. Может быть, были предварительные договоренности когда-то прежде. И они не сработали, это не случилось. Вы могли себя ожидать или ощущать, скорее, ожидая от человека, что ну вот что-то прояснится. Но мы смотрим, что у вас случится именно наперед. И вот смотрите, вот эти две карты нам будут говорить о том, что ведь это всегда сепарация, только иллюзия. Я часто напоминаю. Особенно в этой колоде, колода ведьмочек, здесь именно единение. Единение двух разных людей. Это как единство и борьба, да, философский вопрос. Единство и борьба противоположности, противоположные люди. Ну, мужчина и женщина буквально показаны люди, возможно, которые прошли уже какую-то историю предыдущую. Тут не совсем про новое знакомство. Тут, скорее всего, ну пусть оно и относительно новое, вы еще не знаете очень хорошо друг друга. А в нашей жизни бывает так, что знакомы или проживали годами, да, а потом выясняется какой-то пункт жизни одного из людей, и мы понимаем, что для нас это неожиданно, это совершенно непредсказуемая какая-то ситуация, о которой мы явно прежде не знали. Вот вы и сейчас можете чего-то не знать и не видеть, и я тут все-таки больше склонна думать о том, что совсем скоро какой-то человек будет проявляться в вашей жизни, или это будет продолжено, потому что две двойки, ну, двойка имеется в виду влюбленные, двое людей, также и буквально аркан любви, но вот есть какая-то заминка, есть или была какая-то неточность, или как неопределенность обещанного, вот именно неопределенность обещанного. И, может быть, когда-то прежде это та история отношений, когда люди расставались, мои дорогие. Что же совсем скоро будет? Вот совсем скоро вы узнаете о человеке, что он будет готов действовать, либо куда-то буквально ехать, или он будет готов что-то продолжать, какой-то, возможно, проект, и при этом он будет себя вести несколько странно. Все-таки две карты нам говорят о том, будьте готовы к тому, что... Давайте подведем итог второго ряда. Совсем скоро будет какая-то история в вашей жизни продолжена, но уже прежде, как я говорила, были заминки или не было исполнено обещанное. Так вот, сейчас тот человек, с кем это было связано, да, и первый ряд, все то, что я говорила, здесь идет такое, знаете, очень плавное продолжение, как причина и следствие. Так вот, какая-то история будет продолжена, при этом человек будет делать вроде шаг вперед, и в то же время он будет где-то останавливаться. Вам доведется прожить какой-то период жизни вашей, когда конкретная персона, который будет и еще одновременно что-то просчитывать по финансам, не без этого. Все-таки по рыцарю Пентакли уж занадто продуманные люди идут. И этого мы с вами исключить не можем. И изменить людей мы тоже не можем. А все-таки история-то это продолжается, понимаете? У вас это может быть, поэтому и карты вам хотят сказать. Тебя это будет вызывать очень такие, ну, противоречивые эмоции. Верить этому человеку или нет? Сначала про любовь, да, а потом про какой-то материализм или про как шаг вперед, два шага назад. Что за танго? Что это за танец такой? И тем не менее, вот эти отношения будут продолжены, мои дорогие.
Вас может это где-то, будьте просто к этому готовы, вам это может не нравиться. У вас могут быть такие внутренние ощущения, что на хиба мне это надо? А может быть, вообще это все лучше завершить, закончить, но нет. Именно так, может быть, развивается, как сама по себе ситуация судьбоносная, все-таки колесо фортуны. Значит, вам еще придется пройти какой-то путь, или вы как участвуете в жизни конкретного человека, и это не есть, что вы как двое порознь. А представьте себе, что эта судьба пытается вас соединить воедино. Потому что либо какой-то совместный проект, может быть, да, и вот тут перекладываете у кого-то вопросы творчества, работы, а у кого-то это будет личная жизнь. То есть есть еще нерешенные вопросы, когда двое нужны друг другу. Но они нужны. Но при этом каждый будет решать свои задачи. Вот вам этот путь предстоит пройти. Так что же скоро случится? Давайте еще один ряд. То есть это новости, это, возможно, какие-то разговоры с человеком. Я, кстати, не исключаю, что со стороны другого человека это будет подано, как, знаете, какая-то настойчивость. Вам это может не понравиться, что скоро случится. Король кубков, императрица, история взаимоотношений. И тем не менее, правда, совсем скоро вы узнаете какую-то новость именно от человека близкого к вам. Когда вам придется действовать. Более того, и человек будет все-таки действовать тоже. Я могу сказать еще и так, что в течение того, как вы ждете, да, или у вас развивается, тут скорее параллельно идут две ситуации. Может быть, для кого-то именно так. Да, все то, что я только что по второму ряду сказала. Вот, да, шаг вперед, шаг назад или какая-то остановка взаимоотношений. То есть одни отношения развиваются определенным образом. Может быть, кто-то из вас даже на сложные отношения смотрит. Имеется в виду, когда, ну, вы не один партнер, а двое. Но тогда вот этих двое партнеров и не со стороны кого-то другого, а вы как третье лицо в ожидании. Нет. Тогда для кого-то это может проиграться, как вы именно будете делать выбор между одним человеком и другим. Или между одной какой-то историей или другой. Хотя у кого-то это могут быть банально даже так, да? У вас есть семья, например. Ну, может быть, это ваши близкие, это ваши родные. И конкретно есть какая-то история ваших личных взаимоотношений. Может быть, они знают. Знают остальные. Возможно, не знает никто. И вы будете как параллельно проживать вот эти две совершенно разные жизненные ситуации. Подавайте я еще две карты. Но то, что вас в доме может ожидать, какая-то неожиданная новость, вполне вероятно, она будет связана с тем, что вы услышите, опять же, вам будет приятно то, что вы услышите. Вы будете, кстати, видеть, что, ну, каким-то образом даже то, что происходит в жизни людей, пусть пока вот до точки тоже ситуация не дошла у какого-то конкретного человека, но вы будете как предчувствовать, будете получать какие-то как сведения, да, может быть, то, что люди вам приносят, рассказывают что-то о себе, или как они решают какой-то вопрос, вы будете видеть или как чувствовать больше о том, что ну, вам это нужно, вам это играет даже ли решение какого-то человека. Вам это либо может помочь, либо оно для вас тоже может означать ну, какой-то либо бонус, либо какое-то важное событие. А что это такое? Что это произойдет? Что произойдет? Вы знаете, у кого-то будет та ситуация выбора, которая будет связана с тем, что вы получаете еще и более того какую-то новость. Тут даже не две ситуации. Интересный расклад. Тут третья ситуация идет. Давайте будем подводить сразу какой-то баланс, чтобы не было путаницы в нашем раскладе. Все-таки мы спросили, что скоро произойдет. Поэтому первая позиция или первая больше касается личной жизни. Личной жизни, то, что я говорила, ну, как сложновато, да, во взаимоотношениях. Тем не менее, это вы не каждый порознь, сепарация только иллюзия. Вы все-таки продолжаете свою историю, историю взаимоотношений. Вы будете что-то строить дальше. Но это, наверное, какая-то судьбоносная
история, когда для того, чтобы как соединилось все в одной точке, каждому из вас нужно будет пройти какой-то свой путь. И тут ее ускорить невозможно. Помимо этого, вторая ситуация будет обрисовывать, и у нас императрица, и конкретно король кубков. Вопросы дома, возможно, вопросы финансов, когда вот именно какой-то вашей, может быть, ситуации либо домашней, либо материальной, либо пусть это как по работе, откуда приходят деньги. Здесь будет связано воедино как и с решением тем по дому или по работе. То есть вы будете, по сути дела, заниматься теми делами, вопросами, может быть, вот то, что свидетельствует четверка пентаклей. Вы, как помимо какой-то личной истории, будете сейчас заниматься чем-то своим. И у вас к этому будут как минимум две новости, будьте внимательны. Первое, как я говорила, это то, что вам приносит человек, и вы будете видеть, что вам это каким-то образом, либо помогает, либо вам приятно это. Но это не просто с позиции приятного, а то, что в будущем это будет развито или развиваться, будет кем-то, не вами уже, да, но для вас это будет иметь какой-то бонус. Для вас это будет как в помощь. Помимо этого, вы еще слышите неожиданную совершенно новость, когда вам придется несколько перестроиться, мои дорогие. Это вот уже третья ситуация, которая будет связана с тем, вы когда-то в прошлом пытались решить какой-то вопрос, мои дорогие, и у вас не получилось. Либо вам отказали, либо вы столкнулись с противодействием конкретной персоны. Может быть, это и не личная история, это может быть связано с документами, например, у кого-то это будет связано с юридической основой, да, когда, может быть, по закону вы что-то сделать не могли. Будьте готовы, что это третья позиция, когда либо вы услышите, меняются законы, либо у вас сейчас сложатся так обстоятельства, что тут тоже можете получить кто-то известие, бумагу, или вас могут, как вызвать даже куда-то, да, столкнуться с конкретным человеком. Человек может прийти буквально кому-то на порог, я этого тоже не исключаю. Или какой-то контакт неожиданный у вас произойдет, от которого будет именно зависеть ваш выбор. Возможно, этот выбор будет даже связан у кого-то с переездом. Давайте посмотрим, что еще скоро случится. А ведь и правда для кого-то из вас то, что вы долгое время не могли осуществить, у вас именно теперь это будет, но не в том эквиваленте осуществлено, а совершенно в ином. К примеру, это может проиграться так, что вы, кто-то из вас столкнется с такой историей, когда вам придется куда-то поехать. Возможно, совершить поездку очень далеко. Для кого-то это может означать важную встречу, важный разговор, который перед вами, как с одной стороны, поставит вас перед выбором, вам придется выбирать. Вы не можете это изменить. Старший аркан Колесница. Причем времени у вас будет не так много. Вам придется быстро какой-то выбор сделать, и он будет связан с тем, что... Но знаете, какое железо пока горячо. И это не просто поговорка, а вот какая-то подобная ситуация у вас сложится. Вам как это по судьбе. И это невозможно изменить. Почему? Потому что вы понимаете, что не все от вас зависит. Вы можете оказаться в ситуации, когда вы будете чувствовать себя словно между молотом и наковальней. Вот, кстати. И в этой ситуации вам что-то будет... как вдохновлять, вам будет нравиться. А что-то совершенно не нравится. Будьте к этому готовы тоже. И тем не менее, видимо, так работает колесо фортуны. Так буквально судьбоносный момент какой-то перед вами откроет совершенно новый горизонт. Вот интересно, а что же спешит? Раз у вас происходят такие события, что же пытается войти в вашу жизнь? Что рядом с вами? Что совсем близко? Что или кто совсем близко? Рядом с вами? В вашей судьбе. Но вы этого, возможно, пока не видите. У кого-то может быть сейчас путаница. А вот смотрите, правда, вопросы дома будут решены. Вопросы пары. Вопросы взаимоотношений.
Не исключаю, все-таки емкая карта, у кого-то это будут решаться вопросы и по финансам. Но если финансы, то тут, скорее всего, история личной жизни, когда и дом, и семья, мы говорим, ну, понятно, и финансовый достаток. Вот здесь сразу несколько позиций, когда происходят перемены. Что совсем близко. Ничего себе. Вот именно так. Смотрите. Первая карта у нас была туз кубков. Дальше у нас двойка кубков идет. Личная история. Карта императрица. Карта дома. Карта семьи. Карта сильных людей, которые надеются сами на себя. Безусловно, по императрице у кого-то из вас, мои дорогие девочки, встанет вопрос именно вашего статуса. Может быть, для мужчин встанет вопрос статуса, когда, ну, тоже ваша история взаимоотношений, которая потребует оформления этих взаимоотношений. Вы можете столкнуться с тем, что вам действительно, ну, будет какой-то пункт, который будет напоминать о прошлом, ну, вы не будете довольны этим. То есть на 100% радоваться вы как бы, ну, что-то вам не нравится. Пусть это будет для кого-то из вас, когда придется компромисс, мои дорогие, вот какой-то вам совершить. А для кого-то это будет как напоминание о каком-то таком глобальном минусе, который произошел прежде. Вот тут будет у каждого по-разному. А именно такова дорога к солнцу. И мы этого не отменим. У вас на кону последующие полгода, вот от того момента, как вы открыли это видео, будьте готовы, что, как я говорила, как минимум 3 одновременно события в вашей жизни будут идти параллельно. Здесь не есть то, что мы сначала один вопрос какой-то решаем, а потом другой. Будьте готовы к тому, что 3 пункта, 3 вопроса. Вы будете заниматься ими как будто одновременно. Именно так и колесо фортуны, так и карта вот этих перемен, ведь это карта перемен. У кого-то банально, да, вот туда-сюда буквально, как изображено в этой карте. Куда я? Туда или сюда? И будет связано с вопросами поездки, может быть, сроками, может быть, и маршрутами. Я этого тоже не исключаю. Но так работают перемены, которые в конечном итоге, к счастью, к солнцу. Но есть тут и то, как, к примеру, вас, будьте, по крайней мере, к этому готовы, что вы на протяжении этих 6 месяцев будете постоянно контактировать с людьми, которые сложны по характеру. Пусть это будет один человек, а ведь у кого-то из вас это может быть как и человек, или как буква закона, когда вам придется к чему-то адаптироваться, мои дорогие, будьте к этому готовы. Так что уже совсем скоро это практически то, что близко, то, что на пороге вашей судьбы. Что еще на пороге вашей судьбы? Вам придется что-то передумать, переиграть. Вы получите еще одну новость, явно скучать вам будет некогда. Когда выбор без выбора будет. Когда вы понимаете сами, что мне сейчас придется принять именно либо какое-то предложение, либо вам придется, правда, предложение то или иное. У кого-то это будет связано с оформлением документов, причем у кого-то оформление может касаться личной жизни, а у кого-то вопросы работы, обучения, нового обучения. Кому-то придется переместиться и после этого, как начать новый процесс обучения. Ну, буквально, у кого-то как работа может проиграться. Если вы ищете работу, значит, будьте внимательны. У вас на пороге вашей судьбы какой-то новый, знаете, ну пусть это будет даже творческий, допустим, этап, или как будет новое предложение о работе, или возможность, что вы бы, может быть, хотели одну работу, а тут будет несколько иная, которой вам придется и адаптироваться, и обучаться, может быть, и на рабочем месте, а может быть, и какие-то курсы проходить. Но явно обучение тут дважды, вы как будто этого не избежите. Ну, у кого-то банально связано с переездом, нужно адаптироваться, нужно изучить, какие законы в местности, как менталитет может быть какой, а у кого-то язык изучить. Кто-то может по работе отправиться даже куда-то очень далеко. Я такого тоже не исключаю, для кого это актуально, что совсем близко. И скорее всего,
Вот эти три истории, они через определенный жизненный этап, возможно, в течение полгода, вы как раз и будете заняты тем, что все вот эти три, которые и личная жизнь, и вопросы вашего проживания, вопросы вашей работы, тут, по сути дела, самые важные сферы вашей жизни будут меняться. Не что-то одно будет меняться, а сразу три. Удивительно у нас сегодня с вами расклад. И, может быть, вы где-то это сейчас и чувствуете. Первая карта, если мы возвращаемся, четверка пентаклей, говорит о том, что я пронаблюдаю, да? Помните, мы с вами сказали. Может быть, сейчас уже какая-то путаница, но самое главное, туз мечей. Выход из лабиринта будет. Причем четко. По аркану солнца мы, кто смотрит мои расклады давно, вы знаете, я говорю, это выбор правильного направления. У вас две карты выбора правильного направления. И если карта солнца 6-8 месяцев, то лет 10, а то и 20, как по Плутону карта звезда. У вас сейчас выстраивается, в ближайшие, может быть, месяцы выстраивается какая-то история вашей судьбы, когда вам придется как и быть готовым к разного рода сообщениям, к разного рода поведениям людей, мои дорогие. Вот вы этого не избежите. Обучаться еще придется, адаптироваться придется, возможно, и перемещаться. Но это будет сделать совершенно необходимо, потому что это как глобальная перезагрузка. Вот не всегда выпадают вот эти две карты в одном раскладе вместе. Но тут действительно причина и следствие. Тут есть смысл, самое главное. Есть смысл смотреть в будущее с оптимизмом, потому что даже если сейчас вам кажется, все идет наперекосяк, на самом деле три ситуации, попробуй тут одновременно лавировать. Но лавировать придется еще как минимум полгода. А что для вас означает этот лабиринт? Выход из лабиринта. А у вас будут завершаться постепенно те вопросы, которые, знаете, как не давали вам чувствовать себя как более стабильно в материальном отношении, так и вам, возможно, придется решать вопросы через взаимоотношения, взаимопонимание. И это тоже, опять же, стабилизация своего рода, когда прежние разногласия придется сводить к нулю, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Тут высокая степень адаптации потребуется от человека по нашему раскладу, как минимум в ближайшие полгода. Именно, повторюсь, высокая степень адаптации. Так работает судьба. Закрывается как прежняя история вашей жизни. Считайте, как жизненный цикл. И прежде чем мы тут наведем какой-то, может быть, порядок, прежде чем люди, которые присутствуют на нашей жизни, они тоже что-то свое стабилизируют, с чем-то определяться. Вот каждый тут будет, как с одной стороны, решать свой вопрос и одновременно, взаимодействуя с другим человеком, а то и людьми, выстраивать какую-то общую концепцию. Здесь произойдут, возможно, такие даже метаморфозы, когда некоторые из людей в ближайшее время, они как уйдут из вашей жизни. Я этого не исключаю. И будут приходить новые. Что спешит на ваш порог? Возможность. В первую очередь спешит сама возможность. И, видимо, поэтому нам и говорят карты, будь к этому готов. Тут придется взаимодействовать как и с разными людьми, точно с разными людьми, так и с разной информацией. У вас будет, знаете, не раз, а такое ощущение, что я не понимаю, к чему все идет. Или я не понимаю какого-то конкретного человека. Я не понимаю, могу ли я доверять. Вам придется перепроверять какую-то информацию, полученные сведения. Постоянно для себя создавать, к этому будьте готовы. Вот, видимо, такова возможность, которая идет в вашу жизнь. Но вам придется еще быть, знаете, таким очень прозорливым человеком, который на пару шагов вперед должен продумывать свою безопасность. Вот буквально так. Безопасность, иными словами, задавать себе вопрос: окей, допустим, у меня нет другого выбора. Я сейчас вынуждена согласиться с чем-то. А если все пойдет не так? А если будут, какие-то новые обстоятельства? Что я буду делать? Будьте к этому готовы. Потому что тут
Как минимум последующие полгода вы будете проживать вот постоянно в каких-то вибрациях. И вам будет казаться, вот, возможно, прежде вы всеми своими желаниями пытались, наоборот, что-то стабилизировать, да, опять же, 4 пентаклей. Или понимать, что вам может дать конкретный вариант работы, например. Что можно ожидать конкретно от человека, да, с которым вы взаимодействуете. А тем не менее, не так-то уж это и просто прожить еще полгода в постоянно вибрирующих энергиях. Вот это невозможно отменить. Сам по себе выбор у вас будет постоянно. И в последующие месяцы, возможно, это войдет в привычку постепенно, что выбор, он в моей жизни как что-то само собой разумеющееся. Вот смотрите, шикарный аркан. Да, тут будет в свое время, но опять же старший аркан, аркан мир. Возможно, еще ваша история судьбы будет зависеть от того, что происходит вокруг. Мало 3 какие-то составляющие, о которых мы говорили, но вот что спешит вашу жизнь. Вот, видимо, сам по себе порядок, организация, стабилизация, да, вот сразу каких-то нескольких историй, которые, они, тем не менее, каждая из них стремятся к завершению, к какому-то балансу. Все же аркан мир – это сам по себе как мир и гармония, и баланс. Безусловно, по этой карте нет ничего невозможного. Но то, что вы даже сейчас можете где-то сомневаться или думать, что ну нет, из этого ничего хорошего не получится. Вот будьте готовы, что даже в таких вопросах у вас могут в ближайшие 6-8 месяцев произойти такие метаморфозы, что вы думали, что этого не может быть, а это обязательно случится. Я, конечно, больше надеюсь о том, что вокруг, из какой страны бы мира вы не смотрели это видео, у нас воцарится мир. И стало быть, это, знаете, как рушатся какие-то барьеры. Все-таки мир – это открытое пространство. Это не есть какие-то бесконечные шлагбаумы. Вот они, я тут вижу, будут постепенно сходить как к нулю. Или словно шлагбаумы те, которые уже не шлагбаум, не то, что когда вот эта барьерная палка, будем говорить, которая поднимается наверх, а мне хочется сказать, что она просто рухнет вниз. И она больше никогда не будет существовать в чем-то. Но прежде чем мы дойдем до этого периода, нам все-таки придется пройти какой-то не совсем простой путь. Вот к этому нужно быть готовым. Что же еще спешит в вашу жизнь? И вы знаете, все в вашей жизни случится ровно вовремя. Вот то, о чем вы сейчас мечтаете, когда вы открыли, быть может, видео, вот то, что вы думаете прямо сейчас, получит стабилизацию, получит какой-то баланс, несомненно. И даже если это касается работы или конкретных людей, вопросы все-таки емкая карта «Король Пентаклей» иногда свидетельствует как и о человеке, который готов участвовать, готов кому-то помогать, не боится ответственности. Тут это может быть как и с вашей позиции, но это самое главное, рядом аркан мир, когда в вашей жизни будет такой человек. Если мы говорим о вопросах финансов, то тут тоже какая-то стабилизация идет. Несомненно, вопросы работы, значит, это та работа, которая, стабильная работа, безусловно, и оплачиваемая работа. Поэтому все придет в свой момент, в свое время. Так вот, что же? Вот смотрите, 10 мечей. Но прежде чем мы получим вот этот вот итог или вот эту возможность, да, как понимать, что я могу быть уверенным или уверенной в сегодняшнем дне и в завтрашнем, нам все-таки придется что-то изящно завершить. И это не совсем короткий срок. А что это такое? С чем это связано? Что вы будете завершать? Вам придется пересмотреть свои планы, мои дорогие, будьте к этому готовы. И прежняя история, безусловно, тут тоже завершается. Вам придется, более того, вносить коррективы не просто в собственные планы. Это то, что вам придется как отрезать. Или, грубо говоря, да, если мы рассматриваем королеву мечей, это как Юдивь, завершение, если изящно, мы говорили 10 мечей, есть то, что не может быть продолжено.
Может быть, для кого-то это как и план какой-то, а для кого-то это будет означать еще и, может быть, историю в личной жизни, когда мы о выборе говорили неоднократно в течение нашего видео. Так вот, кому-то предстоит этот выбор сделать однозначно. И это тоже не будет просто. Вот и эта ситуация, она как будто пока у вас еще не созрела, не дошла до определенной точки. Но это определенно случится. Давайте подведем итог, что спешит вашу жизнь. Тут сам порядок, организация совершенно нового, как новых интересов, нового видения, может быть, нового мировоззрения, завершение одного жизненного цикла и начало другого, мои дорогие, нулевой аркан. Но прежде чем нулевой аркан, да, начало, как срабатывает, или мы видим уже, да, и, кстати, это иногда эта карта путешествий, перемещений, новых возможностей. Вот прежде чем это приходит на ваш порог, у нас все-таки два старших аркана. В чем-то вы будете завершать, пересматривать, как и прежние планы. Придется от чего-то и отказаться, будьте готовы. Это буквально шаг за шагом идет в вашу жизнь, потому что прежде чем что-то окончательно завершится, начнется что-то новое, да, вы должны вот этот баланс в собственной жизни будете восстановить. И он будет зависеть напрямую от того, как обстоятельства, в каких вы будете оказываться, или что происходит вокруг вас. Так это будет еще и одновременно связано с решениями некоторых людей. Может быть, сменой законов. Непростой наш сегодняшний расклад. Всегда, когда задаешь конкретный вопрос, что спешит, да? Ну, больше думаю о какой-то одной ситуации или об одной какой-то истории именно в вашей судьбе, в вашей жизни. Но нет, в нашем раскладе нет. В нашем раскладе 3 сразу момента, которые, переплетаясь друг с другом, в конечном итоге идут, стремятся как к финалу. Из этих 3, опять же, будут те пункты, когда вы чему-то, а возможно кому-то, ну вот, нам с чем-то доведется прощаться, мы этого не изменим. Нам придется как устранить какие-то помехи или как принять во внимание то, что чего-то мы не сможем изменить. Но именно это открывает совершенно новые горизонты. И, может быть, поэтому вот эти 2 старшие арканы, 6-8 месяцев, да, судьба, и все то, что будет происходить от того момента, как вы смотрите это видео. Просто будьте к этому готовы. И четко знайте, для вас это будет говорить о том, что это начало нового цикла, который будет значительно дольше, чем тот, который был до этого времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.